Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. По просьбам моих подписчиков сегодня мы будем мастерить два панно с лавандой. Для обеих работ понадобятся следующие материалы: гофрокартон, подходящая ткань, термопистолет, ручка, линейка, ножницы, немного шпагата, полимерный клей или клей ПВА, салфетки для декупажа или распечатки с лавандой, акриловые краски, акриловый лак, кисточка, спонж, а также декоративная бумага для оклеивания обратной стороны. Для первой работы дополнительно понадобится 4 ровные веточки, а также всевозможные мелкие детали и экоматериалы. Для основы из гофрокартона вырезаем 3 одинаковых квадрата, 2 из которых склеиваем между собой. В третьем квадрате делаем 2 отверстия для подвеса. Размеры квадрата у меня 25 на 26 сантиметров. В качестве подвеса подойдет шпагат или тонкий шнур. В данном случае мешковину использовать не обязательно, можно оставить ткань основы, но мне захотелось, чтобы поверхность была более фактурной. Для приклеивания мешковины я использую полимерный клей. Также подойдет клей ПВА. Клеем ПВА просто намазать поверхность, приложить мешковину и прогладить сверху утюгом. Вставку из мешковины окрашиваем белой акриловой краской, а края и бортики черной. Также необходимо, чтобы черная краска заходила немного на обратную сторону.
Включаем свою фантазию и приклеиваем на раму всевозможные мелкие детали. Это могут быть фруктовые косточки, искусственные цветы, веточки, сухоцветы и различные мелкие экоматериалы. Вторая работа в стиле Прованс получилась воздушной, легкой и нежной. Для нее дополнительно понадобится, кроме перечисленных в начале видео материалов, узкое светлое кружево, тонкая хлопковая ткань, небольшой отрезок мешковины, а также подходящие мелкие детали. Я применила полубусины, маленькое сердечко, узкую атласную ленту для банта, а также штамп бабочки. Основу делаем так же, как и в предыдущей работе. Размер данной работы 19 на 29 сантиметров. Вы можете выбирать любой другой необходимый вам размер. Для оклеивания основы данной работы я выбрала серую льняную ткань. На края работы сначала наносим немного лавандовой краски, а затем приглушаем ее белой краской.
После высыхания краски оклеиваем обратную сторону, так же как и в предыдущей работе. У себя в закромах я нашла вот такие салфеточки с небольшими мотивами. Отталкиваясь от размера изображений, я буду вырезать из плотного гофрокартона небольшие прямоугольнички или квадраты и склеивать их между собой в два слоя. Для оклеивания картонных основ я применяю тонкую хлопковую ткань. Ткань вырезаем с запасом, так чтобы ее края заходили на обратную сторону приблизительно на сантиметр. Приклеивать ткань можно как полимерным клеем, так и клеем ПВА. Чаще всего в своих работах я использую именно полимерный клей, так как он быстрее сохнет. Перед приклеиванием мотива работу грунтуем белой акриловой краской и даем ей полностью высохнуть. После высыхания краски приклеиваем мотив. Я использую акриловый лак. Таким же самым способом делаем все остальные элементы. Края каждой детали я решила немного оттенить. Для этого использую акриловую краску лавандового цвета. Так поступаем с каждой деталью. Так как лавандовый цвет у меня слишком яркий, я решила приглушить его белой акриловой краской. Для этого спонжик с краской необходимо промокнуть. Здесь слишком сильно надавливать не нужно, делаем такое легкое напыление. После высыхания краски покрываем все детали акриловым лаком. В данной работе лучше применить полуглянцевый или матовый лак.
пустые окошки можно заполнять на свое усмотрение. Как вариант можно использовать брошку, также можно применить камею, либо сделать какой-нибудь красивый трафарет или штамп. Работу я дополнила мягкой белой растушевкой вокруг верхнего завитка, а также дорисовала жемчужным контуром небольшой узор под бантиком. Работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Желаю всем вам мира, добра, благополучия, огромного творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!